Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 15 июня 2026. Да, закончилось мое мотопутешествие. Но справедливости ради, надо сказать, что это не было мотопутешествием, это было мотоприключение. Вот так. Это будет более правильное слово, потому что на мотопутешествие это не было похоже. Это было то, что было. Это было мотоприключение. Я сейчас буквально приехал с мойки. Но это он уже так после дождя, уже такой был обмытый. Сейчас я его приведу в порядок, более-менее так уже там детально, да. И поделюсь с вами небольшими новостями. Сейчас я просто расскажу в двух словах. Поэтому это будет такое коротенькое такое видео, да, значит, в двух словах. Значит, путешествие продлилось 20 дней. Приключения, да, мотоприключения 2026. Именно так я назвал свой фильм, над которым я уже работаю, да, уже плотненько работаю. У меня сегодня и завтра еще выходной, и в воскресенье я плодотворно так потрудился. В общем, уже 2 части готовы. И, значит, фильм под названием «Мотоприключения 2026» начнет выходить, значит, со следующих выходных. То есть 28 июня. 28 июня, воскресенье, в 8 часов утра выйдет первая часть. И так последующие части будут раз в неделю выходить. В общем, если, конечно, не будет каких-то там заморочек с YouTube там и так далее. Если YouTube не наложит никаких запретов, то, значит, у меня еще будет немножечко времени доделывать дальше. Было довольно интересно, довольно забавно провести время в компании, значит, мотоциклистов, единомышленников. Наша компания немного расширялась, сужалась, опять расширялась и так далее. Все это будет в фильме. Значит, что из самого важного, значит, по проблемам. Какие были проблемы? Технические проблемы. С моей Африкой ноль проблем. Вообще никаких. Один раз я всего посмотрел масло, так, на всякий случай, полный уровень, ни разу не подтягивал цепь, ни разу. В общем, с резиной проблем тоже не было, слава богу, никаких проколов. И я хочу показать, как вы знаете, я поехал на старой резине, которая в прошлом году у меня стояла. Я все колебался, менять, не менять. И решил ехать на старой, и вам покажу сейчас этот комплект, который у меня сейчас стоит на мотоцикле, он прошел ровно 20 тысяч километров. Смотрим, как он выглядит. Елки-палки, тут еще, я не знаю сколько, миллиметра, наверное, 3. В общем, она немножко заквадратилась, да. Но на минуточку, 20 тысяч километров, 20. Передок вообще еще нормальный. Елки, он 5 еще, наверное, точно пройдет. В общем, поэтому Continental TKZ 70, 20 тысяч, не то, что я там прям ее в таком щадящем режиме, я ездил нормально, где-то отвинчивал, где-то спокойно ездил, в общем, как нормально. Специально там никакого щадящего режима не устанавливал. Результат 20 тысяч километров. 20-22 тысячи километров этот комплект проходит. Дорогу держит идеально. По асфальту. В общем, вообще никаких нареканий. Под большинство задач Continental TKZ 70, да, она подходит. То есть асфальт, небольшие съезды с дорог, грунтовки и так далее, так далее. Если нужно чуть-чуть пожестче, да, насколько Африка может позволить, то TKZ 70 ROX, да, перед такой же, зад немножечко погрубее, и все отлично. А так, я думаю, что этот комплект идеально подходит. По сиденью, значит, буквально 2 слова. Вообще никаких нареканий. Это первый год, первый сезон, когда я поехал на этом сиденье, значит, от Touratech. Я тут ее немножко модернизировал, с этой шкурой, там поролончик положил, но вообще, то есть я ни разу не вспоминал про какие-то боли, там, про какие-то неудобства, и
ехал, ехал, ехал. Потом уже я через сколько-то там, какое-то время, елки, у меня же сиденье стоит туратековское. Ну-ка как? Ну, я еще и себя поймал на мысли, раз, значит, я вообще это, так скажем, моя пятая точка не мельдуется, вообще, значит, все нормально. Вот, так что вот такое сиденье. Значит, что еще? Что еще? Ну, да, вот ручки. Я поставил буквально перед выездом уже вот эти неопреновые такие ручки одел. Да, одна, вторая. Ну, в общем, да, они приклеились просто это. Отлично приклеились. Я сначала на мыло их натянул, потом подумал, дождь пойдет, они же, ну, как бы впитывают воду, да, и вода там намылится, и они будут скользить. Пришел в гараж, взял этот Бремс-Райнигунг, вот этот, ну, короче, вот этот спрей, и прям туда воткнул вот так сюда, и там все, это мыло смыл. Вот, они ослабли немножечко, так это стали. Вот на следующий день пришел, они прилипли. И вот по сей день прошли, все нормально, очень удобно. Значит, они такие толстые, получается, и очень комфортно. Вот. И по поводу, значит, круиз-контроля вот этого, да, значит, ручка, когда толстая, уже удобнее работать. То есть она не прокручивается в перчатке, когда я руку ослабляю, да, она уже в перчатке не прокручивается, то есть газ вот так не сбрасывается. И я спокойно кручу вот этот, и все получается вот хорошо. Вот так. Все. Раз, убрал. В общем, я доволен. Пока их оставлю. И единственный минус, это кто она? Подогрев рукояток не работает. То есть на пятерку ставишь и перчатками еле-еле ощущаешь, так вроде чуть-чуть это теплее. Вот это да, вот это большой минус, поэтому вот, вот, собственно, наверное, и все. Я буквально хотел поделиться вот этими новостями. Но самая главная новость о том, что вот полноценный фильм из нескольких частей, не знаю, сколько их будет, там, ну, порядка, наверное, 7-8 частей, как минимум. Вот, выйдет, значит, будет выходить по воскресеньям, с утра, по воскресеньям, и начиная с 28 июня. Вот. Общий пробег мотоцикла сейчас составляет 84 тысячи. И, пожалуй, наверное, после того, как я закончу вот с этим фильмом, я, наверное, сделаю небольшие такие обзорчики по поводу вот палатки. Я думаю, мы, может быть, встретимся еще раз и поговорим. Вот по поводу, может быть, какого-то оборудования, там посмотрим. Я имею в виду, в общем, палатку. Вот пару слов можно сказать про палатку. Вот что еще. Ну и так в целом по мотоциклу, что, как, туда-сюда. В общем, я думаю, что... Вот, поэтому, если у вас тоже возникнут вопросы в процессе просмотра видео какие-то там, вот, пишите в комментариях, и потом я уже так обобщу, и тогда уже... Вот, и потом я тогда запишу видео, и мы поговорим конкретно об этих вещах, которые вас интересуют, да. Вот, ну и в заключение, конечно, хочу сказать, что Африка — это просто шедевральный мотоцикл. Именно вот Африка 2018 года. Вот этот моя Adventure, да, Adventure Sport. Вот это особая модель. Снова, как и всегда, доволен этим мотоциклом. Никаких нареканий, никаких претензий, просто... ну и еще для, так скажем, для затравки. Вот. У меня еще возник новый проект в голове пока, ну, я так думаю, что постепенно начну его реализовывать, который носит название Тусон. Проект Тусон. Вот. Так что это такое, потом уже вам расскажу. Вот, на этом прощаюсь, ребята. Да, еще вот что, последнее совсем. Я забыл, чемпионат мира по футболу уже начался. Поэтому, к слову, о пророчестве того африканского парня Джошуа, да, который сбаламутил осенью там многих людей, мы можем, так скажем, с уверенностью сказать, что это все ему привиделось, да. Было это видение или обман, или еще что-то, бог весть, но чемпионат мира по футболу состоялся. Как бы он ни проходил, речь шла о том, что его не будет по причине того, что мир глобально изменится. Ну, как мы видим,
солнце светит, птички поют, и чемпионат мира по футболу так или иначе начался. Я не слежу за этой темой, я просто глянул, начался, ну и все. И что самое удивительное, по-моему, первая команда, первые две команды, которые открыли чемпионат, да, вот если я не ошибаюсь, одна из них была из Южной Африки. Именно из той страны, откуда сам вот этот лжепророк теперь уже. Вот теперь, кажется, все. В общем, следите за каналом, кому интересно, и до встречи. Всем пока.